Как купить квартиру на Кипре? В сегодняшнем выпуске вы увидите реальные варианты квартиры и узнаете, как сделать правильный выбор. Сейчас мы в Лимассоле. Хотим купить квартиру. Первый вопрос. В каком районе? Меня зовут Никос, и я живу в Лимассоле. Это большой развивающийся город, и сегодня я бы хотел выделить топ-4 районов, которые мне интересны, и рассказать вам о них. Делим районы по ценам на новые дома. Сразу хочу сказать, что сегодня мы будем обсуждать дома класса Комфорт Плюс. Во-первых, это относительно доступное жилье. Во-вторых, под такие дома легко брать кредит. В-третьих, эти дома имеют идеальный баланс цена-качество. Плюс к этому, если вы хотите сдавать жилье в аренду, можно говорить про отличную рентабельность именно в этом классе. И, конечно, мы не будем рассматривать вторичную недвижимость, потому что с моей точки зрения она не является ликвидной. А если говорить про специфику Кипра, то на самом деле в Лимассоле вторичная недвижимость представлена домами, которым 35-40 лет. Эти дома строились на скорую руку, без шумоизоляции и теплоизоляции, без гидроизоляции. Опять же, это отсутствие минимального комфорта. Разница по цене не такая большая, она не покрывает разницу в качестве. Район номер 1. Определяем границы от Марины до Джамбо и районы выше хайвея. Какие у района преимущества? Первое. Легкая доступность и логистика. Просто удобно, потому что все рядом. Второе. Насыщенность школами, банками, офисами, опять же все рядом. Третье. Это стоимость. Да, это преимущество. Несмотря на то, что это центр, стоимость здесь ниже, чем в туристерии. Что с недостатками? Во-первых, очень плотный трафик и пробки. Во-вторых, вокруг много старых зданий. Чисто визуально отнесем это к недостаткам. Давайте перейдем к конкретным примерам домов в районе с похожим диапазоном цен. Первый проект Ariadna Residence. Новый жилой комплекс в районе Айос Афанасиос. Прекрасное расположение. Ariadna будет состоять из 12 квартир и 2 исключительных вилл. В квартире будут иметь достаточно места для парковки и хранения на первом этаже, а также крытая веранда. Второй проект Panorama Heights. Проект предлагает квартиры с 2 и 3 спальнями в 3 отдельных зданиях. Из интересного, все парковочные места находятся под землей. Также есть сад около дома. Третий проект Coney Residence. Здесь у нас 1, 2 и 3 спальные квартиры. Проект обещает крытые парковки, кладовки, высокие потолки, ну и все, что есть в других проектах. Как видим, проекты очень похожи. В итоге, как нам их сравнить? Для наших клиентов мы разработали сравнительные таблицы, которые позволяют увидеть, в чем именно заключается разница проектов. Показатели мы не раскрываем. Информация публичная, можете посмотреть сами. Но какие именно различия могут быть? Во-первых, мы видим, что у домов разная энергоэффективность. На энергоэффективность влияют и работа инженерного оборудования, и конструктивные особенности дома, и использованные строительные материалы. Конечно, чем выше показатели, тем лучше. Следующий показатель – высота потолков и проемов дверей. Это те параметры, которые вы не сможете поменять, если купите квартиру. От нас маленький секрет. При одинаковой высоте потолков высокие дверные проемы визуально сильно увеличивают пространство квартиры. Стандартная высота двери 2,20. В наших же проектах это 2,60. Следующий показатель – подготовка под систему отопления. Я думаю, все знают, какая влажная и холодная зима на Кипре. Какие решения мы видим? Подводка под теплый пол или установка батареи на стены. Причем теплый пол бывает 2 типов. Электрический обычный и водяной. Электричество на Кипре дорогое. Водяной теплый пол существенно сэкономит бюджет семьи. Ну и, конечно, материалы отделки. Обратите внимание на детали. Именно в них вы найдете разницу. Итак, проекты сравнили. По такому же принципу мы работаем и при проектировании, и строительстве домов. Мы анализируем, что можно сделать лучше, и делаем это, сохраняя при этом рыночную стоимость. Каждый сам выбирает, какой критерий для него определяющий. Фишка наших домов – качество. Второй район туристерия. Его границу условно между уровнем Джамбо и вплоть до Парклейна. Преимущества района. Во-первых, конечно, пешая доступность до моря. Во-вторых, в основном новые застройки вокруг. Старых зданий здесь мало. В-третьих, негустое заселение района. Какие недостатки? Он один. Дорого. Не будем сравнивать проекты. Мы уже знаем, как это делать. Просто посмотрим на конкретном примере, какую квартиру здесь можно купить прямо сейчас. Onyx Residence. Новый жилой комплекс в районе Ермосоя. Проект включает в себя 16 квартир в самом сердце туристической зоны Лимассола. Особенности. Проект с собственным спа-салоном. Плюс просторные террасы, которые позволяют провести время в кругу близких друзей.
Стоимость начинается от 5000 евро за квадратный метр. Столько стоит недвижимость в Турист-Эве. Но, конечно, это только второй район в нашем обзоре. Третий район от Маймола до Марина. Преимущество района. Во-первых, квартиры здесь доступнее по цене. И при этом это самый развивающийся район в городе. Во-вторых, только в этом районе появляется застройка новых домов целыми микрорайонами. Это та самая концепция города в городе, когда есть свой двор, детская и спортивная площадки, всем хватает места и вокруг такие же новые дома. Конечно, у района есть недостатки. Здесь порт и много производственных объектов. Но в ближайшем будущем это будет жилой район со всей необходимой инфраструктурой. Вывод – отличное вложение в будущее. Посмотрим, какие проекты есть в районе. Современный жилой квартал Unity Apartment. На территории размещены 13 зданий с апартаментами. Детские площадки, зоны для прогулки и продуманные общественные пространства для работы и отдыха. Конечно, на данный момент все квартиры проданы, но на соседнем участке строится похожий проект. Это 3 дома, объединенных в один объект. Преимущества те же, район тот же. Стоимость начинается от 3000 евро за квадратный метр. Это отличная возможность купить недвижимость в самом перспективном районе города, пока цены на него не выросли. Итак, мы добрались до района, который может удивить. Почему? Потому что здесь есть возможность купить дом по цене квартиры. Район условно в границах выше хайвея от Ермосоя до Мани. Преимущество. Самое интересное – дом по цене квартиры. Второе неочевидное. В этом районе никогда не будет высотных строений. Вокруг разрешена только малоэтажная застройка. Из минусов можно выделить неразвитую инфраструктуру. Но в принципе всем очевидно, что в будущем этот недостаток исчезнет. В любом случае до центра города всего 10 минут на автомобиле. Посмотрим на конкретный проект – Вилла Армония. Проект состоит из 6 отдельно стоящих двухэтажных вилл. Каждая вилла может похвастаться частным садом, парковкой на 2 машин, крытыми террасами и возможностью установки бассейна. Вид на живописный пейзаж, а некоторые виллы имеют вид на море. 5 минут на машине до ближайшего пляжа, 5 минут до школы, супермаркета и ресторана, 10 минут до центра. Стоимость начинается от 2500 евро за квадратный метр. Конечно, все виллы проданы, но в ближайшее время начнутся новые проекты. Точно могу рекомендовать этот район. Как видите, преимуществ хватает. В этом выпуске мы начали раскрывать тему покупки квартир на Кипре. Тема интересная и сложная. Что дальше? Мы подробно расскажем о самых распространенных ошибках, которые совершают люди при выборе и покупке недвижимости в следующем выпуске. И чтобы его не пропустить, подпишитесь на наш канал и увидимся в следующем выпуске.